Мировые звезды едут на Азиатскую лигу чемпионов. Локомотив выиграл Кубок России. Николов обновил рекорд по эйсам. В Японии вручены индивидуальные награды, а Секита пополнит состав Sunbirds. Это и многое другое в новом выпуске волейбольных новостей. С вас, как обычно, лайк и подписка на канал, а с меня свежие волейбольные новости. Все самые жаркие волейбольные события в прямом эфире ждут вас в моем сообществе ВК. Присоединяйтесь к нему по ссылке в описании или по QR-коду на экране вашего устройства. Семен Николов обновил рекорд NCAA по количеству эйсов за один сезон. Болгарский связующий выполнил 101 результативную подачу. С нетерпением жду его появления в форме сборной Болгарии этим летом. В преддверии Азиатской лиги чемпионов некоторые команды решили существенно усилить состав. Немир Абдель-Азиз подписал краткосрочный контракт с катарским клубом Аль-Райян на время турнира. В составе этой же команды на клубном чемпионате Азии также будет Тине Урнаут, и существует вероятность, что к клубу присоединится Номори Кейта. Польские волейболисты Фабиан Жизга и Михал Кубик на этом же турнире сыграют за китайский Шанхай. А легионеры из Италии Тацунори Ацука и Юга Таруми примут участие в клубном чемпионате Азии, где сыграют за Блютион. Стали известны все легионеры, которые выступят в мужской корейской волейбольной лиге в следующем сезоне. Махил Аи, Шарон Вернон Эванс, Рафаэл Араужо и Димитар Димитров были выбраны на драфте, а Лео Лейва, Кайл Рассел и Андрес Родригес продлили свои контракты. Американский доигровщик Ти Джей Дефалко подтвердил, что в следующем сезоне продолжит выступать за японский клуб Stings. Связующий Масаки Оя покинет состав Сантори Sunbirds после клубного чемпионата Азии. Его место в команде займет основной связующий сборной Японии Масахиро Секита из Stings. А вот польский доигровщик Александр Сливка покинет состав японского клуба Сантори Sunbirds после клубного чемпионата Азии. В следующем сезоне Александр будет выступать за турецкий Халкбанк. Также стоит подвести итоги чемпионата Японии, где были вручены различные награды. Свое мнение про MVP финала я высказал в отдельном видео. Сейчас исключительно тезисно отвечу на некоторые комментарии и закрываю для себя эту тему. Кто-то писал, что я такой себе аналитик и вовсе не эксперт в волейболе. Так и есть, я такой себе аналитик и не эксперт в волейболе. Я никогда не утверждал обратного. Это канал с исключительно субъективным мнением, не претендующим на стопроцентную истину. Я хейтер Рана? Да, а также я хейтер Нишиды, Нгапета и, возможно, кого-то еще. Когда у игрока есть большая фан-база, всегда найдутся те, кто будет слепо защищать своего кумира, даже если на него никто и не нападал. Я никогда в истории своего присутствия в медиа не скатывался в обычную критику и тем более оскорбления. Я никого и никогда не пытался дискредитировать. Могу указать на слабые стороны игрока в рамках разбора, но это не критика. Существуют промежуточные стадии между любовью и ненавистью, если кто-то вдруг не знал. Кто-то писал, что я обесцениваю заслуги Такахаши, приводя в пример рост Мусерского, тем самым обесценивая навыки этого легендарного игрока. Тут даже нет смысла дискутировать. Еще был ряд комментаторов, которые забывали про наличие первого финального матча, а потом тыкали в статистику. Но как-то так вышло, что спасений в защите Мусерского за 2 матча было больше, но это никому не интересно. По количеству сейвов с запасом лидирует Оя, он выполнил больше всех подач в финальной серии, прекрасно вел игру. И он японец, но почему-то не может стать в один ряд с Такахаши в борьбе за звание MVP. Ладно, на этом тему закрываю. Можете продолжать дискутировать в комментариях, но я в них участвовать не буду. Я хейтер Рано Такахаши, который вообще ничего не понимает в волейболе. Закрепили. А теперь к наградам чемпионата Японии. Начнем с командных достижений. Активнее всех над развитием молодых волейболистов в этом сезоне поработал Блютион. Лучше всех с аудиторией взаимодействовали ребята из Wolf Dogs. Лучшей ареной года признана домашняя площадка Блютион. Прорывом года стал Blazers за наиболее инновационные изменения в этом сезоне. Не совсем понял, что за награда и как ее интерпретировать. Если у вас есть мысли, напишите в комментариях. Теперь индивидуальные награды. Сначала по статистике. Нибир забрал себе звание самого результативного игрока, лучшего нападающего и лучшего подающего. Лучшим блокирующим стал Нишимото, а принимающим Мори. Затем награды вручались по итогам голосования. MVP сезона – Ран Такахаши, MVP регулярного чемпионата – Немир Абдель-Азиз, он же самый впечатляющий игрок сезона. Новичок года – Таита Мизумачи, лучший тренер – Лоран Тили. Награду за честную игру получил Алан де Армас. Теперь лучшие игроки по позициям по голосованию.
Диагональные с большим отрывом Немир. Далее Мусерский, Нишида, Мияура и Рокки. Тренировщики: Лопес, Такахаши, Мизумачи, Де Фалько и Де Армас. Блокирующие: Лари, Нишимото, Мива, Тамама, Анадера. Связующие: Фукацу, Оя, Секита, Эйра и Махаши. Либера: Ямамото, Фуджинака, Агава, Мори, Кога. Ну и лучший принимающий Такахаши, за ним Ямамото, Агава, Мори и Фуджинака. Отдельные награды за вклад в популяризацию лиги получили Юджи Нишида и Ран Такахаши. Также отметили ветеранов японского чемпионата. За заслуги награждены Хиротака Кон и Юта Йонияма. Делитесь своим мнением о наградах в комментариях. Юки Шикава будет капитаном мужской сборной Японии в предстоящем международном сезоне. Капитаном женской сборной будет его сестра Майю Ишикава. Родители могут гордиться своими детьми. Сергей Гранкин завершает работу с Ярославичем. Клуб не продлил контракт с 40-летним тренером. Сергей начинал сезон на позиции главного тренера, но затем исполнял лишь роль ассистента Сергея Шляпникова. 34-летний сербский доигровщик новосибирского «Локомотива» Марко Ивович по окончанию сезона перейдет в турецкий клуб «Спорт-Ато». Белогория сохранила свою пару диагональных на следующий сезон. Подребинкин и Аль-Хачдади остаются в команде. С марокканцем контракт был продлен на 2 сезона. Учитывая не самый удачный сезон, диагональный в этом году не поедет на заработки в другие лиги и своевременно присоединится к тренировочному лагерю. Только в этом тренировочном лагере не будет Александра Волкова, с которым белгородский клуб решил не продлевать контракт после 2 подряд бронзовых медалей в чемпионате России. Нордберт Хубер – первый игрок в истории польской плюс-лиги, которому дважды удалось набрать на блоке не менее 100 очков в рамках одного сезона. В прошлом году он смог результативно заблокировать 149 атак, в этом ровно 100. А вот 36-летний центральный польской Варшавы Анджей Врона официально завершил карьеру. Люксембургский диагональный Камиль Рихлицкий, ставший гражданином Италии, впервые был включен в расширенный состав национальной сборной Италии на предстоящий международный сезон. Фабио Соли станет новым главным тренером Вероны. Вместо Соли на тренерской скамье чемпиона Италии Трентино займет Марсело Мендес. Иван Зайцев, Марко Седлачек, Микеле Баранович, Сантьяго Ардуна и Габи Гарсия могут продолжить карьеру в цветах Кунео, новичка итальянской суперлиги. А новичок турецкой мужской волейбольной лиги Gebzeспор подписал контракт с финским связующим Эми Тервапорти. В Японии стартовала Азиатская лига чемпионов, но на данный момент там нет каких-то весомых причин для обсуждения. Это мы уже оставим для следующего новостного выпуска, когда узнаем итоги данного турнира. Пока что обозначим главных фаворитов – 2 домашние команды Sunbirds и Blütion, а также катарский Аль-Райян и иранский Серджан. Как вы думаете, кому достанется этот титул? А вот клубный сезон в России официально подошел к концу. Завершился уже 2-й в этом волейбольном году Кубок России, и нужно подвести его итоги. Турнир был безумно тяжелым для клубов и не самым простым для зрителей, потому что они уже пересмотрели волейбол за последнее время. Да и объективно, по кондициям игроки уже были далеки от своего пика, а многие, особенно возрастные, играли на обезболивающих препаратах. Так что здесь теоретическое преимущество было у команд с более внушительной скамейкой запасных. Что и продемонстрировал «Зенит Казань», который на домашней арене сперва основным составом разобрался с московским «Динамо», а затем уже полностью резервным составом сокрушил «Динамо ЛО», у которых объективно было меньше всего шансов, что, скорее всего, понимали и они, учитывая постоянную ротацию в играх. Так что, по сути, 2 «Динамо» разыгрывали между собой путевку в полуфинал, и тут ожидаемо сильнее оказались москвичи, которые жаждали этот трофей, чтобы реабилитироваться за провал в чемпионате. В другой группе все началось с победы питерского «Зенита» над «Локомотивом» в матче открытия. Классный старт турнира, который порадовал нейтрального зрителя интересным волейболом. Со второго дня к битве за плей-офф подключилась Белогорье, которая начинала турнир без Джана, а после первой игры отдыхать отправились Порошин и Аль-Хачдади. Не забрав ни одного сета «Локомотива», они пропустили железнодорожников в плей-офф. Львам была необходима сухая победа над «Зенитом» в заключительном матче, но команда Владимира Олекна после первого сета отправила в отпуск дружину Александра Волкова, а после второго гарантировала себе первое место в группе. В итоге резервисты клуба из Санкт-Петербурга уступают в 3-м сете, но берут концовку супердраматичного 4-го и закрывают встречу 3-1. Мне лично удалось на пару дней заскочить на этот турнир, посмотреть на это событие вживую. Жаль, что не удалось задержаться на финалы и успеть поиграть в волейбол со своими подписчиками в Казани.
А в плей-офф творились настоящие чудеса. Сперва «Локомотив» сенсационно обыграл «Зенит Казань» в 4 сетах, повторив свой успех чемпионата России 2022 года. А затем московская «Динамо» в драматичном тайбрейке со счетом 25-23 вырвала победу у питерского «Зенита» и вышла в финал. И как в финале Суперлиги 2022 года нас ждали все 5 партий, только в этот раз триумфатором стал «Локомотив». Скидка от Игоря Кобзаря и последующий эйс от Амара Курбанова ставят точку в этом затяжном клубном сезоне и дарят Локо первый Кубок России с 2011 года и третий в клубной истории, с чем мы их искренне поздравляем. Ну а бронза досталась хозяевам, которые переиграли питерский «Зенит» в 3 сетах. А вот такая символическая сборная получилась по завершению турнира. Лучший блокирующий — Вольвич и Жук, лучшие доигровщики — Семушев и Курбанов, диагональный — Шахбанмирзаев, связующий — Кристенсен, впервые в своей российской клубной истории, либером — Мелкозеров, MVP Кубка — Марко Ивович, который триумфально покидает стан железнодорожников. Делитесь вашими эмоциями от турнира. Понравилось ли вам, что запомнилось больше всего, и стоило ли вообще его проводить в такое время и в таком формате? Полноценно завершился сезон в Италии. В финальном матче турнира за 5 место сошлись Модена и Милан. Победитель получает путевку в Кубок Вызова. Несмотря на уверенный успех Модена в первом сете, дальше преимущество было на стороне игроков Милана, что позволило победить в 4 сетах и забронировать 5 место. Чуть раньше мы узнали обладателя Скудетто. Впервые в серии между Лубо Чивитановой и Трентино мы увидели по-настоящему драматичный матч. Ключевым стал второй сет, где хозяева не смогли удержать преимущество, позволив Трентино перехватить инициативу. В итоге, победив в 5 партиях, Трентино возвращает себе титул чемпионов Италии, а Алессандро Микелетто стал MVP. Удивительно, что в этом сезоне все 3 внутренних трофея достались разным командам: Перуджа — Суперкубок, Лубо — Кубок Италии, Трентино — Скудетто. И с некой грустью переходим к новостям из Польши. Не потому, что что-то расстроило, просто и там все подошло к концу. Все топовые чемпионаты завершили свою деятельность в этом сезоне. Сначала завершилась серия за 3 место, где уже бывший чемпион Польши Яшевский не смог выиграть ни одного матча у проекта Варшавы. С каждым матчем им удавалось набирать на 1 сет больше, в первом 0, во втором 1, в третьем 2. Но для медалей и путевки в Лигу чемпионов этого было слишком мало. После 2 неубедительных матчей Алрон смог забрать 3-ю финальную встречу и перевести серию на арену Люблина, где билеты снова были раскуплены за считанные секунды. Подопечные Винярские продемонстрировали отличную борьбу в первом сете, но забрав концовку, хозяева уже не оставили шансов сопернику, уничтожив их в 2 следующих партиях. Первое в истории чемпионства для Люблина в первом же сезоне для Вильфреда Леона в Польше. Теперь он единственный волейболист, побеждавший в России, Италии и Польше. Живая легенда. И напоследок уникальное достижение. Впервые в истории Плюс-лиги матчи турнира собрали более 660 тысяч зрителей на трибунах. Предыдущий рекорд — 553 тысячи. Наибольший вклад в это внесли болельщики чемпиона, почти 83 тысячи проданных билетов за сезон. Эта поддержка точно не осталась напрасной. Хотя по среднему числу зрителей на матчах немного превзошли болельщики Гданьска, несмотря на не самый удачный сезон — 11 место в регулярке. Вот и подошел предпоследний в этом сезоне выпуск волейбольных новостей. На следующей неделе подведем итоги Европейской и Азиатской Лиги Чемпионов, а потом уже будем ждать Лигу Наций. Накидайте, так скажем, напоследок ваши активности под этим видео. Буду вам очень благодарен. Ну, а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.